Здравствуйте, дорогие любители вязания! Хочу предложить вам сегодня связать вот такой красивый ажурно-рельефный узор. Узор очень-очень красивый. Посмотрите, как он смотрится с изнанки. Тоже можно сказать, что это самостоятельный узор. И поэтому я считаю этот узор двусторонним. Прекрасные палантины можно вязать таким узором. Шарфы, не боясь, что с изнанки будет как-то выглядеть неказисто. Очень меня привлек этот узор таким своим свойством. И сам по себе посмотрите, какой он красивый. Давайте мы его свяжем. Схема будет перед вами. Я не скажу, что узор такой уж прям сложный. Нужна внимательность. Чем мне этот узор еще нравится, что в изнаночных рядах петли провязываются по рисунку. Раппорт узора составляет 18 петель плюс 1 петля для симметрии узора. Набираем на спице 21 петлю вместе с кромочными. Первую кромочную я снимаю, последнюю кромочную провязываю изнаночной. Для тех, кто хочет вязать по кругу этот узор, петлю для симметрии узора вязать не надо. Вяжем только 18 петель раппорта. Итак, первый лицевой ряд. Сразу после кромочной провязываем изнаночную петлю, лицевую, изнаночную. Затем делаем накид. 2 вместе провязываем изнаночной петлей. 4 лицевых. Одна изнаночная, это изнаночная петля, центр узора. Относительно этого центра узор вяжем в зеркальном отображении. Далее 4 лицевых, 2 вместе провязываем изнаночной, делаем накид, 1 изнаночная, 1 лицевая. Закончились петли раппорта, и в конце у нас изнаночная петля для симметрии узора. В дальнейшем я не буду разделять петли раппорта и петлю для симметрии узора. У вас на схеме хорошо видно, где петли раппорта заканчиваются. Во втором изнаночном ряду и во всех изнаночных рядах мы петли провязываем по рисунку. Это значит, петли мы вяжем так, как они перед нами лежат. Лицевые петли мы вяжем лицевыми, изнаночные изнаночными. И обратите внимание, накиды в этом узоре вяжутся лицевыми петлями. Все накиды вяжем лицевыми петлями. Все, я буду видео изнаночные ряды пропускать. Третий лицевой ряд. 1 изнаночная, 2 лицевых, 1 изнаночная, делаем накид, 2 вместе провязываем изнаночной. Вот мне нужно, чтобы петли у меня одинаково лежали. Мне нужно лицевую петлю развернуть, чтобы петельки лежали одинаково, и их удобнее провязывать, и они лучше, красивее смотрятся. 2 вместе провязали изнаночной, 3 лицевых, 1 изнаночная, 3 лицевых, снова 2 вместе провязываем изнаночной. Я разверну лицевую петлю, делаем накид, изнаночная петля, 2 лицевых и изнаночная петля в конце ряда. В четвертом изнаночном ряду петли вяжем по рисунку, накиды вяжем лицевыми. 5 лицевой ряд. 1 изнаночная, 3 лицевых, 1 изнаночная, накид, 2 вместе провязываем изнаночной. Далее будет 2 лицевых, 1 изнаночная, 2 лицевых, снова 2 вместе провязываем изнаночной, делаем накид, 1 изнаночная, 3 лицевых
и 1 изнаночная в конце ряда. В 6 изнаночном ряду петли вяжем по рисунку, накиды вяжем лицевыми. 7 лицевой ряд, 1 изнаночная, 4 лицевых, изнаночная, накид, 2 вместе провязываем изнаночной. Далее лицевая, изнаночная, лицевая, 2 вместе изнаночной, делаем накид, изнаночная, 4 лицевых, в конце ряда изнаночная петля. В 8 ряду петли вяжем по рисунку, не забываем, что накиды лицевыми вяжутся. 9 лицевой ряд, 1 изнаночная. Далее нам нужна дополнительная спица. 2 петли оставляем на дополнительной спице за работой, провязываем 2 лицевые, петли с дополнительной спицы мы тоже вяжем лицевыми. Затем 2 изнаночных, накид, 2 вместе изнаночной, 1 изнаночная, снова 2 вместе изнаночной, делаем накид, 2 изнаночных и 4 петли перекрещиваем в левую сторону, 2 петельки оставляем на дополнительной спице перед работой, вяжем 2 лицевые, петли с дополнительной спицы мы тоже вяжем лицевыми. В конце ряда изнаночная петля. В 10 изнаночном ряду петли вяжем по рисунку, накиды лицевые. 11 лицевой ряд, 1 изнаночная, делаем накид, 2 лицевых, 2 вместе провязываем лицевой с наклоном в правую сторону. Мне нужно развернуть петли, чтобы они красиво легли и ровно провязались. Кто вяжет классикой, петли разворачивать не надо. Далее будет 3 изнаночных, делаем накид, 3 вместе провязываем изнаночной, снова делаем накид, 3 изнаночных, 2 вместе провязываем лицевой с наклоном в левую сторону. Далее будет у нас 2 лицевых, накид и 1 изнаночная в конце ряда. В 12 изнаночном ряду петли вяжем по рисунку, накид и лицевые. 13 лицевой ряд, 2 изнаночных, накид, 2 лицевых, 2 вместе провязываем лицевой с наклоном влево. Вот у меня изнаночная петля лежит, неудобно, мне нужно ее развернуть. Но я вот ее сразу разворачиваю вот так. 2 вместе лицевой с наклоном влево. Далее будет 2 изнаночных, 2 вместе изнаночной. Делаем накид, 3 изнаночных, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Здесь я разворачиваю лицевую петлю. Далее будет 2 лицевых, накид и 2 изнаночных в конце ряда. В 14 изнаночном ряду петли вяжем по рисунку. 15 лицевой ряд, 3 изнаночных, делаем накид, 2 лицевых, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 5 изнаночных, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 2 лицевых, накид, 3 изнаночных в конце ряда. В 16 изнаночном ряду петли вяжем по рисунку.
17 лицевой ряд. Сразу после кромочной делаем накид. 2 вместе провязываем изнаночной. 2 изнаночных. Снова делаем накид. 2 лицевых. 2 вместе провязываем лицевой с наклоном в левую сторону. 3 изнаночных. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. 2 лицевых, накид и 4 изнаночных до конца ряда. В 18 изнаночном ряду петли провязываем по рисунку. Накиды вяжем лицевыми, не забываем об этом. 19 лицевой ряд. 1 изнаночная, накид, 2 вместе изнаночной, 2 изнаночных, накид, 2 лицевых, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 1 изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 2 лицевых, делаем накид, 2 изнаночных, 2 вместе изнаночной, снова делаем накид и 1 изнаночная в конце ряда. В 20 изнаночном ряду петли вяжем по рисунку. 21 лицевой ряд. 2 изнаночных, делаем накид, 2 вместе изнаночной. Далее 1 изнаночная, 4 петли перекрещиваем в правую сторону. Вот я без дополнительной спицы, просто 2 петли оставляю за работой, так меняю местами пары петель, провязываем 2 лицевых и петли, оставленные за работой, ну, вот, как дополнительные спицы, мы провязываем тоже лицевыми. Далее у нас будет 1 изнаночная и 4 петли перекрещиваем в левую сторону. 2 петельки я оставляю перед работой. Провязываем 2 лицевые. Петли, оставленные перед работой с дополнительной спицы, тоже вяжем лицевыми. Далее у нас будет 1 изнаночная, 2 вместе изнаночной, накид и 2 изнаночных в конце ряда. В 22 изнаночном ряду петли вяжем по рисунку. Вот посмотрите, мы провязали 1 раппорт в ширину и 1 раппорт в высоту. Смотрите, как красиво смотрится. Как хорошо он смотрится на изнанке. И вот как он будет смотреться, когда мы провяжем несколько раппортов в ширину. Здесь у меня 3 раппорта. И в высоту у меня 2 раппорта и еще чуть-чуть 3-го раппорта. Все. Ставьте лайки, если вам понравился узор. Пишите комментарии, подписывайтесь на наш канал. И присоединяйтесь к нам везде, где мы есть в интернете. Все ссылки вы найдете под каждым нашим роликом. Я желаю вам здоровья, удачи, позитива и ровных легких петелек. Пока-пока!